Я приветствую вас, мои дорогие друзья, на канале Таро Немо. Таро расклад. Тайное решение относительно вас. И мы пока не знаем, какие отношения нам рабочие, или, может быть, это история из личной жизни, вот что нам раскроют карты. Поэтому сначала мы сделаем сигнификацию. Конечно, будем реалистами, всегда к этому призываю. Рассмотрим выпавшие карты, их значения с позиции позитивной психологии и позитивного мышления, ну и где-то здравого смысла тоже. Конкретный человек и его решение о вас. И самое главное, а дальше-то что ждет? Что ждет дальше? К чему это все идет? Вот давайте приготовимся узнать совет от карт, такие подсказки. И вначале мы, конечно, спросим, какую историю нам готовы рассказать карты и что у вас сейчас. Справедливость. Кто-то жаждет справедливости или вообще это карта кармы, судьбы. Тут какая-то история, я могу сразу сказать, ведь по этой карте это что-то тянется из прошлого. То есть это то, что нам уже знакомо. Может быть, в такое время мы живем, как раз некоторые темы вашей жизни, которыми вы занимались прежде, но не могли осуществить. Возможно, кто-то из вас сейчас как раз и стоит на пороге тех событий, когда раньше не могли, а теперь вроде как окошечко открывается, да, пути открываются, возможности открываются. Но у кого-то это будет обратное, ведь это всегда закон причины и следствия. То есть вот эта причина сложилась когда-то давно, а то, что происходит сейчас, это как следствие. У кто-то закрывает, как гештальт, да, прежние какие-то темы, когда оформление документов, даже в какие-то инстанции. У кого-то вопросы, может быть, связаны с судами. Кто-то конкретно работает с юристами, адвокатами, или пусть это какие-то инструкции от официальных лиц, чиновников, да, какие-то согласования. Но явно какую-то тему прежнюю у вас есть желание довести до ума. Вот давайте посмотрим дальше. Так вот, что же прямо сейчас? Ну, можно сказать, что для кого-то была неожиданная новость, когда вы были уверены, что закрыли какой-то вопрос, а вышло так, что обратка прилетела. Не исключаю. Может быть, это даже касается отношений с конкретным человеком, и вы явно уже какой-то вывод, может быть, и, по крайней мере, если быть откровенным с самим собой, но явно разочарование это было. Депрессия могла быть, апатия, может быть, сейчас еще вас это где-то не оставило. Тут именно сожаление идет. Мы думали, что-то это произойдет определенным образом, да, вот как девушка, ей подают вот этот кубок с сокровищами. Она ведь не смотрит туда. Она как будто ждет кого-то или что-то, чего-то. И она представляет, что это должно быть как-то иначе. И тем самым, находясь в каком-то бесплодном ожидании, упускает возможность, которая рядом с ней. Кто-то из вас может сейчас анализировать: «Боже мой, сколько я возможностей упустила, именно потому что долго ждала, ну или ждал». Но тут очень хочется, знаете, вдохновиться. Явно есть какой-то человек, который не хочется верить, что сейчас вырисовалась картина реальности несколько иная, чем вы ее представляли в прежний период. Вот это точно, все 3 карты говорят о том, что мы что-то представляли. Мы чем-то были воодушевлены. И мысли нас еще эти не оставили. Вот это чувство, может быть, душевного полета. У кого-то, правда, любовная история, рыцарь чаш, когда вместе люди мечтали. Может быть, какое-то время даже пытались вместе жить. Есть что вспомнить этой паре. Есть, ну, может быть, даже та история, которая длилась годами, и вроде бы вам какой-то предыдущий период казалось, что да у нас все развивается хорошо, все вот идет своим чередом. Оно-то так. Потому что вам как по судьбе было пройти вот эти отношения. Потому что тут мог быть, знаете, таким, великим учителем для вас человек, но вы-то в точности для него тоже. Вы чему-то его учили, потому что где-то, наблюдая за вами, может быть, он осваивал некоторые качества характера вашего уже, примеряя их на себя. Он явно мог вами воодушевляться буквально. Вы могли словно муза вдохновения для него быть. Все таки я такое допускаю. Но вот понимаете, какая-то история явно близится к концу. Мы не говорим, что тут мы рвем в отношениях или тут вот что-то, ну, как заканчивается. Нет. Здесь ведь
отчасти карта говорит, что тут нужно что-то реструктурировать, это факт. Или, по крайней мере, ясно увидеть, что же происходит в реальной жизни. А много эмоций, мои дорогие. Из-за эмоций вы не видите какую-то реальность. Раз вы смотрите наш расклад, может быть, вы уже где-то... Ну вот 13-й старший аркан говорит, это тоже перерождение, это трансформация. Я, конечно, допускаю, что что-то или ближется, или близится к окончанию, к каким-то важным выводам. Но в любом случае, что такое трансформация? Это говорит о том, что и если прежде, допустим, да, нам было сложно сделать вот этот выбор, когда нас эмоции держали словно в застенках, в заперти, то тут эмоции могут завершаться. На смену эмоциям, может быть, даже чувствам приходит рационализм. Все-таки два старших аркана, а в центре как раз то, что и ожидание, и вроде бы вдохновение, хорошее настроение. Но это как начало какой-то истории. Вот, кстати, мои дорогие, кто-то из вас вот этот путь судьбы проходил, может быть, не один раз. Или когда в вашей жизни приходили какие-то подобные ситуации, пусть это касалось работы. По работе тоже такое бывает. Мы во что-то включаемся, да, в какой-то процесс, потому что мы сами бываем вдохновлены идеей. Или мы верим в то, что да, вот этот проект мы можем осуществить или проучаствовать как минимум в нем. И мы так, знаете, отдаем себя без остатка. И энергию, и знания, и собственные силы, потому что мы именно видим конечную цель вместе с каким-то человеком. И вот подобная ситуация, как конечная цель, у кого-то через личную жизнь. Ну вот нет, наступает период прозрения. Ну что же прямо сейчас ничего себе расклад, хочется сказать. Ну вот посмотрите, у вас солнце на кону. Но солнце это возможно только по прохождению трансформации. Три старших аркана. Что же прямо сейчас? Какой-то ваш проект нуждается в заботе. Я бы сказала, мои дорогие, вы сами нуждаетесь в заботе. У вас сейчас то время, когда нужно быть милосердным к самим себе. И здесь не только с позиции позитивной психологии этого говорю, нет. Ведь семерка пентаклей, обратите внимание, человек выращивает денежное дерево, да. Много корешков, но они еще такие слабенькие совсем. Да и деревце– это еще такой малюсенький кустик. Вот вы ресурсный человек, но вы прошли какой-то очень сложный опыт, больше эмоциональный, через чувства. У вас как жизнь, может быть, через повторение каких-то ситуаций или очень схожих по отношениям, по работе, у кого что тут. И именно дежавю, которое было не раз. А это было несколько раз, как минимум два, а то и три, может, у кого и больше. Ну вот теперь именно начать нужно с себя. И вот это, пока мы не научимся любить себя, это не просто слова. Это, знаете, это входит, увы, в привычку, от чего наступает чрезмерное эмоциональное уже выгорание, да, или когда очень глубокие разочарования, потому что мы себя отдали без остатка. У нас, для нас самих уже ничего не осталось. И прежде чем мы пойдем дальше, нужно восстановить силы. Вот именно Солнце, смотрите, тут трансформация, и дальше нам карта говорит, это выбор правильного направления. Вот вы на пороге перемен, по сути дела. Перемены на пороге, мои дорогие. И явно тут идет к тому, что дальше будет развиваться ситуация какая-то лично ваша. Для кого-то из вас решать вопросы, может быть, придется по части финансов, и для этого потребуются силы, поэтому их восстановить совершенно необходимо. А для кого-то просто вот эти эмоциональные, душевные силы вам тоже понадобятся для того, чтобы окончательно вот с какой-то апатией или разочарованиями проститься. Здесь я вам должна сказать, поскольку два таких судьбоносных аркана старших выпали, тут вам три точнее, тут вам именно сама судьба пытается помочь, как подсветить ту тропинку, дорожку или обратить на что-то ваше внимание, что вам не имеет смысла вкладываться, продолжать. А если продолжать, то тоже в каком-то трансформационном ключе, с какими-то новыми методами или с переосмыслением сложившегося прошлого, когда, ну, не должны мы найти еще раз какие-то старые грабли. Даже не знаю, карта Ро, мне кажется, вот эти выпавшие карты сразу дают четкие советы, потому что тут именно что-то нужно переиграть. Ну и, безусловно, это самого себя. Причина и следствие, помните об этом, с учетом аркана справедливость.
Здесь, ну, все же я смотрю больше с реальных позиций. Будьте где-то готовы, знаете, вот что бы вокруг ни происходило, если мы цельная личность, если мы стремимся именно к самодостаточности, она очень часто начинается с прощения самого себя, принятия каких-то разочарований, собственных ошибок. И вот это, казалось бы, простой вопрос. Очень часто сделать бывает архисложно. Потому что мы где-то застреваем, первое, в том, что, ну, мы же верили, надеялись, у нас вроде как есть на что опереться, потому что еще живы какие-то теплые душевные воспоминания. А с другой стороны, тут это будет сложно, немножко нам сложно, да, именно перестроить самих себя, потому что мы ищем оправдания. Вот здесь, знаете, не столько поиск оправдания, почему я так говорю, аркан справедливости, а именно увидеть ту реальность и признать, может быть, в каком-то вопросе. Даже пусть у кого-то отношения продолжаются, работа продолжается, но ситуация дошла до определенного момента, как до определенной точки. И вы тоже понимаете, что мне нужно менять, может быть, методы, отношения к чему-либо, к кому-либо, к заданному человеку. Здесь потому что нельзя давать себя обесценивать. Иначе это путь в никуда, а у вас на кону ваше солнце. Это где-то и ваша популярность, это новое качество жизни. Поэтому вот самопрощение и ухода за самим собою, да, как вот милосердие собственной душе, или самодостаточность, которая не появляется в один момент, а именно вот я говорю о самопрощении, когда мы говорим себе, ну, может быть, вот так вот просто даже говорим, подумаешь, ошиблась, ну или вот в этом вопросе я был неправ, или я зря понадеялась. Но это, поверьте, мы не говорим, что это вот такой человек, такой-сякой, а ты мне обещал, или а ты мне говорила. Понимаете, мы не ищем через переложение наших собственных ожиданий на конкретного человека. А мы говорим то, что мы сами лопухнулись, будем говорить так, ну так вот уже откровенно. И вы знаете, это о магия. Вот когда мы признаем собственные ошибки, у нас как гора с плеч. Мы потому что совершенно по-другому это невидимый механизм, который переключает наше сознание совершенно в другом как направлении. Потому что это уже посыл сознанию не повторять эту ошибку. И стало быть, мы уже, исходя из какого-то опыта, делаем выводы, чтобы идти дальше. Вот давайте мы с вами узнаем, что же за решение относительно вас. Его решение, ну, может быть, и ее решение. Этот расклад подходит как и для мужчин, так и для моих девочек любимых. Поэтому давайте, вот какое его тайное решение относительно вас? Кому подходит именно все то, что я сказала по первому ряду? А нет решения, человек смотрит в окно. Тайное решение относительно вас. Человек, скорее всего, знаете, надеется, с одной стороны, на судьбу, с другой стороны, карта будет говорить, что у человека очень много обязательств или давление со стороны третьих лиц, или третьи, вот имеется в виду стороны дела, интересы. У кого-то это могут быть менталитет, законы. Если это по работе, руководитель тоже в рамках каких-то своих полномочий и возможностей. У него надежды, у конкретного человека на то, что завтра что-то изменится. И это будет, как, знаете, человек словно ждет знака судьбы. Вот такого внезапного. Или ждет внезапного момента, что вот сейчас как-то оно само резко начнет меняться, и ему придут какие-то волшебные подсказки в отношении вас, что именно вот с вами как-то нужно что-то продолжать, или какая-то тема может быть к развитию. То есть человек ничего не делает, он просто ждет. Он именно, но еще и он находится в рамках, вот как я сказала, либо участие третьих лиц, либо третьих сил, интересов третьих сторон. Тайное решение в отношении вас. Вы знаете, но от нас вот сказать вам, что все, до свидания, да, или мы завершаем эту историю. Человек не готов. Нет, он готов продолжать. То есть, и если вот этот момент какой-то судьбоносный, да, такой феерический более, не наступит, тогда все будет вот так вот, как он смотрит в окно, есть какая-то ностальгия,
Ну, может быть, вот, кстати, у человека сейчас могут быть очень приятные занятия по части дома, недвижимости. А если мы говорим о руководителе, ну или перекладываете на рабочий процесс, то тут человек занят собственной карьерой, собственным интересом, своими какие-то... Тут у него есть очень приятные, более, я бы даже сказала, приятные мысли, задачи, цели человек перед собой поставил, нежели чтоб сидеть о вас грустить. То есть, может быть, и есть где-то, да, вот такое ожидание, но это вот совершенно без грусти, без сожаления. Точно для кого-то из вас это будет именно личная жизнь, а для кого-то из вас это вопросы по части финансов. Вполне вероятно, ситуация у кого-то может быть и с близким человеком. Может быть, не обязательно та пара, которая встречалась, жила, а у кого-то та история даже, когда брак был, и дети есть. И когда есть общие темы, нравится нам это или нет, но все равно вот явно, это вас соединяет. Это не дает возможности какого-то разрыва, а именно трансформация. То, что тут нужно что-то переложить на новые рельсы. Все же основные 2 темы: эмоции и деньги. Вот так вот мы подводим к такому итогу. Поэтому у кого-то может быть эмоции как чувство, для кого-то из вас это может быть даже важный человек в вашей жизни, у кого-то партнер по бизнесу. Или пусть это не совсем бизнес, но какие-то все равно партнерские отношения, когда один другому помогает, но вы там имеете каждый свой интерес, да, вот именно интерес. Не совсем про любовь. Хотя у кого-то даже это может быть ситуация, потому что часто карта дома, выпадает король чаш. То есть это вы можете проживать буквально под одной крышей, но тайное решение относительно вас. Никакого решения. Вот на сегодняшний момент. Тут свои какие-то идут решения. У человека вот четко нам говорят, как бы это ни звучало, может быть, поэтому и первый ряд такой нам выпал, да, что происходит сейчас, а вот тут что-то завершается. Вы упускаете как будто время и момент. Просто находясь в каком-то ожидании, да, вот как будто, ну, ничего не происходит. Все как-то так печально, однообразно, и только мысли о том, что было прежде. Но наступает тот момент, когда уже нам говорят: "А так, как было прежде, так ведь тоже не пойдет". И более того, у вас сейчас на кону именно о себе побеспокоиться, как я говорила. Может быть, кстати, и это вопрос финансов. И мне хочется спросить, а что из себя представляет загаданный вами человек, чтобы понять, почему же вот такое двойственное решение пока на сегодняшний момент он принимает, да, мы с вами еще узнаем, что будет дальше. Но вот сейчас человек, он занят своими делами. Получится, получится, не получится, ну и ладно, там дальше видно будет. То есть я не могу сказать, что вы занимаете его ум, сердце. Ну нет, такого тут, к сожалению, нет. Итак, так что же из себя... Кто он? Загаданный вами человек. У человека могут быть действительно финансовые какие-то сложности, проблемы. У человека, в принципе, могут быть, знаете, проблемы с людьми, как умение договариваться, умение вдохновлять самого себя. Человеку не хватает праздника, карта недостатка и праздника. Для кого-то, как бы это ни звучало, вы для человека именно та подушка эмоциональной, внимания безопасности, эмоциональной, как источник вдохновения или если это мужчина, иногда, увы, вот так это работает. Это где-то льстит самолюбию. Может быть и так. Вот в чем-то ваши взаимоотношения могли походить, знаете, может быть, вы статусная такая женщина, видная и очень интересная. Да, и явно, да, потому что тут такие карты выпадают, солнце бы не выпало, если бы, ну, вот такой резкий переход, да. Для человека обычно карты не рекомендуют, если человек ну, по сути своей, очень самодостаточной. Но, может быть, на какой-то момент вы разуверились в себе, потому что именно на что-то, на как ожидание, согласились и начинали уже забывать о самих себе, как о мечте своей собственной или предавать свою мечту. И вот с этого момента, когда вот вы чьи-то интересы поставили на первое место, а свои как минимум на вторые, вот и пошло что-то наперекосяк. Так вот, в вас именно вот этот потенциал видит человек. Он как будто забрал вашу энергию, может быть, в прошлом. И для кого-то, мои дорогие, будет подсказкой: не отдавайте себя целиком и полностью. Неважно,
работа, любовь, отношения, пусть даже семейная жизнь. Нет, потому что в самую сложную минуту мы должны на что-то опереться. Мы себя как с этого щебня должны поднять наверх, и если мы себя отдали без остатка, ага, а как это тогда все сделать? Вот человек на сегодняшний день, вот могут быть даже такие отношения, когда вы расстались, а потом прошло какое-то время, может быть, месяцы, у кого-то и годы, я такое допускаю, и человек сам возвращается. Почему возвращается? Потому что он больше не нашел такую кандидатуру, какой, правда, никто его не готов, или ее, да, мужчина, перекладывайте на себя, ну, не сопровождать, или, может быть, тут о сопровождении не идет речь, ну, или хотя бы вдохновлять, да, или люди, видя вашу пару когда-то прежде, теперь задают человеку вопросы: "А вот где-то, допустим, женщина?" Или "Почему ты один?" Да, ну или вот какая-то такая история. Для моих дорогих девочек вам тоже могут задавать такие вопросы: "А где твой знакомый? А как у тебя дела?" То есть, ну, какие-то внешние, казалось бы, вообще третьи лица, чужие персоны. Но однажды, когда вы, ну, вот именно как будто были парой, а это было замечено, и теперь вы даже сами, может быть, и хотели бы о чем то забыть, или, по крайней мере, вам бы было легче, а вам как будто напоминают, как нарочно. Поэтому, мои дорогие, будьте внимательны. По сути дела, это не вообще не имеет никакого, значения. Поэтому вот смотрите, человеку вот именно для праздника как будто вы нужны. Увы, как бы это ни звучало, если это вопрос работы, значит, мои дорогие, здесь человек видит именно так вас, ну, как на короткий период времени, может быть, вы сделали какой-то труд, выполнили какое-то действо, ну и все. Тут вот как будто нехватка идет, да, нехватка именно вас, ваших ресурсах. Так что же это еще за человеки нам скажут? Ну, у человека, опять же, свои планы. Но вот вы в этих планах есть, вот интересно. Вы знаете, человек допускает, что, может быть, вот даже давайте скажем по-другому. Вот ваша сильная позиция будет тогда, я уже говорила об этом, когда вы принимаете ошибку и говорите себе честно: "Да, вот я зря, допустим, понадеялась, я зря потерял время". И ваша на 100% будет намного сильнее позиция, потому что проблема человека в том, может быть, сам человек отчасти нелюдимый, может быть, человек сложно, ну нет, не имеет даже буквально каких-то друзей. Ну, может быть, они и были, но каким-то образом люди готовы прийти в его жизнь, а потом проходит какое-то время, то ли человек не умеет сохранять вот эти вот такие контакты дружеские, не умеет дружить, и люди постепенно уходят. То есть как пришел, так и ушел. И человек не видит, что вот он совершает какую-то ошибку. Он именно одну и ту же ошибку совершает, но он считает, что он полностью в этом абсолютно, как знаете, ну, беспрекословно прав. Или правда вот именно на его стороне. Он абсолютно уверен в собственных силах, как и в собственной правоте. И в итоге, если вы способны к трансформации, увы, мои дорогие, человек вряд ли. И поэтому у него тоже в его жизни было много ситуаций, когда что-то начиналось. Это, знаете, человек, так и хочется сказать, как клей БФ. Вроде липнет, но нифига не клеится. Но у него не хватает смелости и мужества сказать себе правду. Да это я дурак. Ну или, соответственно, да, полу. Я, конечно, шучу, но я думаю, мой сленг вы понимаете. И поэтому ему проще отказаться от отношений, нежели свое эго каким-то образом так это растеребить. Что нам еще скажут о человеке? Человек все время сомневается. Человек постоянно на каком-то выборе и в ожидании. Вот какая-то сложная история. И если это вот где-то руководитель, да, вот, когда вы ждете, допустим, написали резюме, прошли какие-то собеседования и понимаете, что, ну, ведь я ресурсный человек, я много умею делать. Но вы ждете, собеседование прошло, вы ждете отклика. Ну, я, к примеру, да, первый, попавшийся вариант, что на ум пришло, вы перекладываете на себя.
Так вот, вы ждете, то есть и явно по этой работе я должна заинтересовать или должен заинтересовать как специалист, но почему-то молчание. А тут, понимаете, не зависит от того, что вы плохие или хороши. Тут человек живет по каким-то своим, одному ему понятным законам, ну и руководители тоже такие бывают. И он всегда ждет, что завтра будет еще веселее или завтра будет еще лучше. И это не есть просто надежда или сам по себе оптимизм. Нет, вот в этой такой тактике кроется именно своего рода стратегия, которой человек пользуется годы, что сегодня то, что есть, это надо, ну, где-то, знаете как, позади кинь, впереди возьмешь. То есть вот таким образом где-то сохранить на всякий случай, на всякий пожарный, как мы говорим. Но завтра что-то придет еще более интересное. Человек не умеет ценить людей, и поэтому он тоже проходит свою карму. Поэтому тут надеяться, по крайней мере, на то, что совесть возьмет, заговорит, или как-то тут изменится еще что-то, да, для него, да, оно изменится, но если его вот буквально, да, вот он сейчас еще может, допустим, нам рассказывает о человеке, сейчас у него явно накатили такие мысли, когда он понимает, да, что я был неправ, или, по крайней мере, его душа пытается ему дать такие подсказки, что у тебя сейчас есть возможность что-то изменить. По пятерке пентаклей противная такая карта в плане занозы, но это всегда то, когда мы сумеем договориться. То есть, если мы сумеем договариваться, то да, тогда мы можем исправить какую-то ситуацию. Но тут нам говорят, что нет, тут, скорее всего, с одной стороны, я не исключаю, помириться можно, но как-то вот предыдущие все карты, которые, да, и вот судя по рядам, которые выпали, нет, свои интересы собственные, своя правота, она имеет главенствующий смысл. Все остальное вторично, все остальное может быть неправильно. Ну вот, очень интересный человек, сродни императору, да, вот как я иногда говорю, что думает или как думает император. Есть два мнения, мое и неправильное. Вот вы могли столкнуться с таким человеком. Ладно, давайте узнаем. Так каких же событий для вас на пороге? Как будет меняться решение человека о вас? Вот я немножко сдвину, и мы так немножко с вами посмотрим, как это будет в процессе меняться и что будет дальше. Так вот, в ближайшее, может быть, время, как вот именно на пороге, что ждет вас в ближайшее время, в ближайшем будущем. Ну, тут будут явно продолжаться какие-то взаимоотношения. А ведь у кого-то и правда по работе, или пусть это даже семейная история, личная история, но тут явно есть какой-то финансовый вопрос. Может быть, не закрытый вопрос по недвижимости. Восьмерка жезлов, и получите какое-то скоро известие, то есть это в ближайшем будущем. Это точно может быть как какая-то бумага или решение. Возможно, у вас состоится очень важный разговор. Вот это буквально на пороге, когда вы можете пытаться обрисовывать видение ваших взаимоотношений или, скорее всего, вы будете обсуждать именно самую главную какую-то больную тему. Потому что вот этот лабиринт, какая-то путаница, вам захочется, чтобы был прояснен. И я могу допускать, что человек тоже, нам сказали, имеет свои планы, и он будет тоже стремиться вот к ясности. Потому что может наступить тот момент, когда для человека, кстати, вы не совсем вписываетесь в его планы. Потому что вы сейчас пока вписываетесь, да, потому что у него сейчас, ну, какая-то пауза. Вот это точно, смотрит в окно. Но потом, когда у него как-то закрутятся заботы или какие-то придут сведения, информация, интересы, вот просто появятся какие-то иные, все, он сразу переключится. Хотя точно так же я могу допустить, что вы все же смотрят разные люди. Может быть, это для кого-то история, все то, что я сказала. И если у вас это откликается в вашей душе, вы будете видеть, что да, вот это точно про меня. То тогда вы, мои дорогие, то есть вы уже прошли какой-то вот этот сложный путь, и вы уже вот именно смотрите на ситуацию, вообще исключив разные эмоции. Не ждете ни чудес, ни каких-то, ну, даже, может быть, дружеского, теплого общения. Вы понимаете, что да, на самом деле у человека есть просто свой интерес. Но тогда примите к сведению тот момент, что совсем скоро
вам захочется принять тоже окончательное решение. Или провести какие-то беседы на откровенность. Вам просто надоела какая-то ситуация или, мои дорогие, вот какие события у вас на пороге. Здесь вот вы можете еще какое-то время, явно будет что-то продолжаться, да, или общение, или, может быть, это вы, если по части работы, будут явно тут какие-то еще контакты. Факт. Но тогда вот сама судьба ситуацию подводит к какому-то итогу. И вполне вероятно, вы слышите одна вот информация, кто-то получил документ, может быть, от конкретного человека, и следом то, что может быть не связано с человеком, приходит новость, которая по части именно вашей жизни. Каким-то образом это касается вас. И вам, возможно, придется либо быстро куда-то собираться, поехать, или что-то согласовывать, узнавать, как работает в отношении вас закон. Вам придется где-то совершить те действия, к которым вы сейчас даже не готовы. Вы об этом даже не думаете. Тут будет у каждого свое. Это практически какое-то событие у вас на пороге. Точно, мои дорогие, рыцарь мечей и паж мечей. У кого-то это будет связано с поездкой. Может быть, поездка как разведка, кстати, я не исключаю. Когда вы прямо вот спонтанно даже в один момент пошли, купили билеты. Пусть это недалекая поездка. Может быть, это у кого-то эмоциональная такая перезагрузка, да, на путешествие. Пусть на день, на два, на полдня, где-то близко. Они нам помогают. Но потому что вы вот именно подходите к какому-то итогу. И вы понимаете, что я и так уже потерял или потеряла много времени, мне сейчас нужно переиграть. Но мало того, что тут как бы вот по-прежнему вопросу, теме ничего не меняется, но тут обстоятельства будут на вас воздействовать таким образом. Это может быть у кого-то как работа или занятость, или вопросы наоборот. Если вы смотрите, допустим, на работу, тут вопросы могут касаться и личной жизни. Или если вы смотрите на личную жизнь, здесь могут быть вопросы документов, ваших планов, или вот что-то совершенно противоположное. И вас это полностью отвлечет, вот где-то поможет. Да, не было бы счастья, да несчастье помогло. Полностью как раз и помогает вот эту трансформацию пройти, и вам придется вот словно пусть пару шагов над обрывом совершить. И причем очень быстро. Быстро это не значит на эмоциях. Две карты мечевые. Это значит рациональный ум. Никаких иллюзий. Что-то просчитывать. И тут действительно вот эти два шага, они сложны, потому что, во-первых, надо держать равновесие и не оглядывайся назад. Ну вот представьте, мы на цыпочках по этой тоненькой жердочке переходим на другой берег. Ну-ка, если мы сейчас начнем оглядываться, мы свалимся. Или мы начнем смотреть вниз. Голова закружится, опять свалимся. Только вперед. Вот у вас именно только вперед какой-то будет такой момент, когда вы поймете, что даже если было что-то из прошлого, которое вас вот долгое время как держало в этих самых, повторяюсь, застенках. Или вот эти самые эмоции. Тут какая-то реальность вас заставляет вообще свою жизнь пересмотреть несколько по-другому. И вот такие события у вас на пороге. Хорошо, а к чему это все идет? К чему это все идет? И, наверное, к чему идут дальше ваши отношения. То есть нам уже сказали, что какая-то история чисто ваша, резко начинаются какие-то перемены. Ну вот или, может быть, это с чем-то будет связано или с кем-то. Вот давайте и проясним-то, к чему это все идет, откуда ноги растут, да, вот у такой ситуации. Это может быть связано, кстати, с каким-то новым знакомством. Или, я не говорю по королю жезлов, это может быть у кого-то нахождение работы, нового проекта, совершенно новый какой-то, как вид деятельности или какой-то вашей задумки, может быть, и вдохновения. Может быть, этот человек появится в вашей жизни. Такое нам не говорят про любовь, кстати, нет. Тут может быть тот, который все таки по королю жезлов — это тот, кто харизматичный лидер, да, тот, кто нас может, но отчасти тоже самих вдохновлять. Или тот человек, который, может говорить, конечно, это больше руководитель, который нам говорит вот именно как делать или как поступать. Поэтому у кого-то проиграется это, вы едете в какие-то инстанции, и вам человек будет, может быть, как доверенное какое-то лицо или официальное лицо будет говорить, каким образом вам осуществить именно ваше задуманное действо. Тут явно какие-то согласования вам потребуются. Вот к чему это все идет. Ну хорошо, а в отношениях, то есть и вообще вот это что же будет дальше?
Да, вы знаете, вам нужно, вот как только вы услышали какую-то новость, информацию, приготовьтесь к тому, что тут действительно нужно будет вам прояснять, откуда ноги растут у этого события или откуда прилетела эта информация. Потому что что-то будет меняться вокруг вас. События, обстоятельства. Это то, что на вас оказывает влияние, но это то, что вы не можете изменить. Изменение законов, изменение, такое тоже может быть, или каких-то положений. А ведь и правда, вы отправитесь туда, куда сейчас не собирались. Кто-то съездит в разведку, а после этого соберется переехать надолго. Вот и такое тоже я могу допустить. И где ж тут уже сомневаться, о чем-то тут вздыхать, вот как будто не до этого, да и вообще даже об этом и не думается. Вы знаете, у вас может быть такой момент, вот точно тут у вас перемены какие-то на пороге, и вы даже не представляете пока, новая точка отчета или нового отчета. Что же это будет? А все начинается именно с информации и вашей аналитики, рационализма. Вы в какой-то момент прочувствуете, а ведь на самом деле совсем скоро будет совсем не так, как я предполагала прежде. Поэтому мне с этим нужно что-то делать. Вы знаете, правда, вы тут решитесь на какой-то очень важный шаг. Причем решитесь вы, скорее всего, в одиночку. Для вас будет очень важно, вот почему я уже говорила, тут надо быть добрее к собственной душе. И обязательно сделать вот эту работу над ошибками, если были эти ошибки, признать. Потому что вот вам какой-то, пусть минусовый опыт, поверьте, он вам будет помогать. Не включиться в те дела, в какие-то уговоры, куда вам практически не надо. И именно не надо, потому что вас, вот примите к сведению, могут заведомо уговаривать на какую-то ситуацию, в которой вы просто потеряете времени. Ни денег не получите, ни вдохновения. Просто потратите силы и словно сами себя разрушите. Вот где-то мы можем и так это просчитать. А у вас на кону буквально победа. Так вот, к чему же это все идет? Что будет дальше? Ну вот совершенно иных, наверное, да, соответственно, энергиях. Паш мечей, рыцарь мечей. Это карта движения. Это карта воздуха, активности, потока информации. Королева мечей — это та, которая устала разочаровываться, мои дорогие. Это та, которая, ну вот ей явно что-то надоело. Может быть, я не исключаю, надоели сами по себе обещания, какие-то пространные такие разговоры, неконкретные речи, когда пытается человек, ну, снова как бы с какой-то, ну, прежней позиции, но как замутить опять один и тот же сюжет. А вы уже там были, вы там все знаете, вам это вот даже не хочется это слышать, слушать. Вот кто-то именно, когда прочувствует в себе в этом силу, вот с этого момента начинается новая жизненная эпоха лично для вас. Начинаются ваши победы. Вот, видимо, вы как должны тоже дозреть, понимаете? Вот как тот человек, да, о котором вы спрашивали. Ну, он-то ему как-то проще. Мы сейчас у нас не тема гадания, да, нашего или нашего прогноза, что в его жизни будет, неважно. Вообще, что будет для вас, да, вот, или как его решение повлияет на вас. А тут вот именно его бездействие на вас повлияет. Вот так бы я сказала. И для вас это перемены, потому что как-то совпадет бездействие какого-то человека. И вроде бы это не просто бездействие чистой воды, когда вам сказали нет. Нет, это тут и не нет, и не да. Тут какая-то качелеобразная ситуация, по крайней мере, его решение продолжать такую ситуацию. От этого не отказываться и ждать его величества какого-то случая. Вот как можно надеяться, да, на таких людей? Да вообще никак. Поэтому давайте все же мы конкретно спросим, а что же это такое? Что за перемены, по сути дела, что это за победа? Однозначное решение будете принимать вы. Здесь, правда, будет очень много новостей. Вам, вот смотрите, тут нам уже сказали, что явно будет какая-то новость. Причем такая, которую нужно и поразмыслить, и обдумать, и более того, еще и какие-то первые шаги вам сделать. То есть не просто принять это решение, набравшись мужества, еще и именно нужно как будто перешагнуть вот это пороговое значение между прошлым и будущим. Вот как раз об этом туз жезлов. Что следует за тем? По четверке мечей
Вот очень символично, что, как нам карта говорила, десятка жезлов, делегируй, ты на себя слишком много взял, каких-то полномочий, делегируй и успевай отдыхать. И это тоже карта, когда мы несколько, ну вот, приводим мысли, тело в порядок, что-то изящно завершаем, мои дорогие. Это факт. Вот, видимо, такая история, посмотрите. Мы как будто готовимся совершить, может быть, в одиночку какую-то поездку. Для кого-то из вас это будет развитие вашего личного дела, творчества. Или когда, вот посмотрите, карта отшельник, вы понимаете, к чему вот это все идет, да? У вас медленно, но верно подводит ситуация, и учит доверять самому себе больше, чем кому-либо. Потому что это независимый человек, отшельник. И он философ. Он многое уже пережил, поэтому он на все смотрит именно где-то спокойно. Не проживает эмоции, а просто их наблюдает. Вот вы начнете наблюдать эмоции, может быть, в этом будет ваша как раз победа. Но если будет как дальше что-то развиваться, явно будет еще вами какая-то новость получена, которую вам нужно обдумать. Вы явно что-то будете тут завершать. Вы будете завершать какую-то двойственную именно ситуацию, вам придется, более того, получили новость и побежали оформлять, к примеру, документы. Получили новости, побежали покупать какие-то билеты. Получили новости, куда-то поехали, чтобы увидеть что-то своими глазами. Или какие-то планы ваши, ну, как будто прояснить, это возможно или нет. Вам нужна ясность, мои дорогие. Вот ясность, наверное, ваш союзник. Поэтому, что бы вы тут не видели, не слышали, что бы вам тут не транслировали, вот это холодность суждений, да, рационализм, это где-то и ознаменует ясность и тогда более сильную позицию. Потому что могут быть люди, которые или ситуации могут быть такие мутные, непонятные, но вы как будто натренированы. Вот смотрите, три старших аркана. Люди, человек конкретный, вот о котором мы говорим, да, он вот как ничего не делал, так он и не будет делать. В итоге что получается? Вы как будто с низкого старта оказываетесь намного дальше, где он мог предположить, а он и продолжает все еще сидеть в ожидании его величества случая. Это может быть очень интересный человек. Вы знаете, для кого-то из вас, потому что такие три старшие аркана, тут явно были те взаимоотношения, или пусть это даже касается работы, и явно тогда, как план руководителя, вас какой-то зацепил, или тема какая-то ваша заинтересовала, вас именно лично. Но тут есть что-то нежизнеспособное, мои дорогие. Вот это точно. И в итоге создаться такая конфигурация, что вы вот с этого низкого старта словно убежали очень далеко вперед, а человек так и остался где-то позади. Так вот, что же будет дальше? Вот интересно. Что ждет дальше? Ваши совершенно новые планы. У кого-то, правда, проиграется переезд, звезда, у кого-то далекие расстояния, у кого-то по этой карте ваши мечты постепенно начинают сбываться. Будьте готовы к тому, что подобный экзамен жизни вам может еще раз, как будто судьба повторит два старших аркана и аркан дьявол. Не попадать, наверное, для вас самое главное, вот что будет дальше. Вот, наверное, эти экзамены, когда и одним, и каким-то другим образом может, тем не менее, судьба такую проверку на прочность, выдержку, на умение держать осанку на любых поворотах. Вот вам может давать такие экзамены. Будут встречаться вам еще люди. Может быть, поэтому вы проходите вот сегодняшний этот опыт. Да? Вы понимаете, что явно все двойственно, да, в нашей жизни. Любая наша ситуация, по сути дела, это выбор. И выбор он у вас стоит между вашим солнцем, между вашим благополучием и между трансформацией. То есть то, как элемент чего-то, что не может быть продолжено или не имеет продолжения, если мы пользуемся какими-то методами, или когда мы надеемся на прежних людей. В конечном итоге вот эта карта прошлого, она должна завершиться. Но это, знаете, это как какой-то генеральный экзамен. И прежде чем мы до него дойдем, у нас как будто несколько зачетов. Вот именно по каким-то своим привязанностям. Именно вредные привычки, может быть, даже у кого-то, да, ну, вредная привычка. Кто-то худеть собирается, да, кто-то работает до упаду. Вот, кстати, вот такое тоже может быть.
много работы. Ну так что же будет дальше? Вот постепенно вы выходите совершенно на новый жизненный этап. И карта нам будет говорить, что вот что-то вас будет радовать, мои дорогие, это факт. Будет радовать, потому что вы будете чувствовать как веяние, как свежий ветер вот этих перемен. Это вас будет вдохновлять. Но вам нужно действительно надеяться на самого себя или саму себя, потому что здесь никто не придет на выручку, взаимопомощь. Для кого-то из вас ждет очень интересная жизнь, мои дорогие. Может быть, кто-то сможет путешествовать, кто-то из вас, провожая какие-то прежние отношения. Провожайте, правда. Потому что совершенно новые люди, они как будто, ну, по судьбе уже вам идут, и это карта заслуженного успеха. По ней приходят в нашу жизнь именно новые люди. Это новое окружение, новые друзья, какие-то новые контактные лица. Это те люди, когда нас может объединять что-то одно, но мы не то, что мы ищем любви, нет, мы тут ищем скорее самодостаточности или потому что по этой карте заслуженный успех — это имеется в виду самовыражение или наша работа, или наше творчество. Но у кого-то проиграется, вы будете стремиться к тому, чтобы работать буквально из любой точки мира. Почему говорю так? У вас звезда. Вот для кого-то из вас может так измениться жизнь. Вы сейчас, возможно, об этом не думаете. Кто-то скажет: "Мне нужно быть мобильней", и пойдет учиться на права, правда. Потому что надоело, вот опять же по аркану дьявол — ситуация зависимая, когда, ну, может быть, там или вызвать такси, или подводит транспорт, или вот какая-то еще история. У вас совершенно другие планы, мои дорогие. Вы как в какой-то новой реальности. Вот что будет дальше? Вы сейчас проходите эти перемены, чтобы в последующем четко понимать, что продолжать следует, а в чем пора сказать себе: "Я сделал все, что мог". Но все же его решение относительно вас. Давайте узнаем, так что же будет дальше? Потому что все карты нам больше говорят именно о вас. Когда вы уходите, в принципе, вот вы сейчас ждете. Но что же принял этот человек? Так вот у вас тут так закрутится ваша жизнь, что вы, может быть, даже и забудете о сегодняшнем дне, потому что будут на злобу дня какие-то совершенно другие события. Итак, его решение относительно вас. Его решение что-то продолжать. Более того, в вас человек может видеть подушку безопасности, подушку стабильности. Но мы уже, я не повторяюсь, человек нам описали достаточно сложный, потому что он не может на чем-то определиться. Связи какие-то правильные выстраивать, даже если и смог, то потом это как-то у него все колесом. Или если остаются возле него люди, то какие-то ненадежные, какие-то левые, непонятно мутные. Вот в вас он выйдет действительно как островок безопасности для человека, надежности, так его решение относительно вас дальше. Ой, человек будет за вас цепляться, будьте к этому готовы. Именно в тот момент будет цепляться, когда вы уже примете решение: "Я больше ничего не хочу". Пусть это по работе, вы тоже кому-то скажете, что ну нет, у меня уже другие планы изменились. И вот с этого момента, да, это как запретный плод сладок. Здесь будет совершенно иная конфигурация, могут вас к чему-то уговаривать. Семерка жезлов говорит: занимайся только тем и имей взаимоотношения с теми, кто тебя готов сопровождать в разные минуты. И в минуту радости, так и в сложные минуты. Но прими точно так же, как данность, что тебя будут окружать люди, которые в тебе заинтересованы. И могут тебе говорить самые приятные вещи, чтобы усыпить твою бдительность. Но вот сейчас ты сам для себя важен. Совет от карт. Мне нравится, как пятерку чаш трактует Колет Барон Рид. Выплакать горе. Это позволить нахлынуть эмоциям, то есть жизнь как волна морская. И если эмоции, они нахлынули, то есть они вот как нахлынули, так они отпустят вас, да. Девушка лениво протянула ножку и выливает вот этот сосуд, да, какой-то мутный, да, как разочарования накопились именно в этой чаше. И вот-вот через пару мгновений эти разочарования скроются вот в этом омуте навсегда. А все самое ценное возле нее.
вот в этой чаше. Вы вот то, что вы долгое время не как забыли о себе, вот оно было всегда рядом с вами. А вы просто смотрели или жили интересами, или, может быть, это была какая-то общая, повторюсь, цель, которой вы тоже вдохновились, но, пожалуй, чересчур. Вы сами как сокровище, правда? Вы сами очень самодостаточный человек. И для того, чтобы окончательно, видимо, это понять или определиться, наступает тот момент, когда скажу уже словами Клаудио Пинейро: над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. На кону ваше солнце. Вот таким был наш прогноз-расклад, мои дорогие. Я благодарю за то, что вы смотрели и досмотрели таки это видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите на мои 2 других канала, где я публикую расклады, прогнозы по знакам зодиака, а также читайте статьи на моем сайте. Там есть статьи по психологии, есть и гороскопы. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Есть и, кстати, телеграм-канал. А я вас люблю, мои дорогие, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.